Привет-привет, друзья! Меня зовут Мария, и если вы смотрите это видео, значит, скорее всего, вы изучаете русский язык. Видео, которое вы посмотрите сегодня, было снято в конце учебного семестра, и там вы познакомитесь с двумя моими студентами. Барни и Эдуа. Это мои студенты в университете. Мы с ними договорились, что каждый из нас принесет по 10 вопросов друг другу. И мы там вытягиваем вопрос и стараемся на него ответить. Вот здесь будут субтитры. Тут вы можете, где-то здесь, вы можете включить перевод на язык, который вам удобен. Поддержите ребят, они вообще просто невероятные молодцы, вы сейчас в этом сами убедитесь. Впервые они разговаривали на камеру, на русском языке, со своим преподавателем. Это было волнительно для них. Если вам понравился какой-то вопрос, и вам хочется самим на него ответить, напишите ваш ответ в комментариях. Мне будет интересно почитать. Друзья, в июле я буду в отпуске, поэтому никаких новых видео, обратной связи на моей программе на Патреоне уже не будет. Но в августе приглашаю вас присоединиться к моей программе на Патреоне. Там выходит дополнительное видео каждый месяц. Там у нас групповая встреча каждый месяц, практика в shadowing-чате и доступ к аудиотренажеру. В августе будут обновления этой программы. Присоединяйтесь, если давно хотели. Самое время начать. Присоединиться к программе и работать над своим произношением на русском языке можно по ссылке в описании к этому видео. Эта ссылка вас ведет на Patreon. Скажите, когда снимаете? Снимается уже, кстати. Снимается? Как ты зарабатываешь в жизни? Дуть начался. Привет-привет. Привет. Привет. Я Маша. Нет, стоп. Я Мария. Я Мария. А это мои студенты. Барни. Меня зовут Барни, да? Да. Правду говорю. А меня зовут Эдуа. Эдуа, да. Мы подготовили вопросы друг для друга. Сейчас вы снимаем так, или это была только проба? Все, снимаем уже, это серьезно. Что снова? Все, нормально, там все будет хорошо. Барни, вы взяли микрофон, наверное, вы хотите ответить на первый вопрос? Вот так где-то есть. Какой сказочный герой вы были бы? Я был Марко из «Звездочка братьев Флая». Вы не знаете? Нет. А вы? Я не знаю. Кем я была бы? Спанч Боб. Спасибо большое. Спанч Боб, серьезно, Барни, из всех сказочных персонажей я желтая губка. Нет, вы Маша. Из Маши и Медведя. Все, да, на этом мы закончим. Окей. Каким персонажем вы бы были? Если бы русский язык был человеком, Человеком, да. Это мой курсив просто. Если бы русский язык был человеком, то каким? то каким? Да, по характеру, внешне. Ой, я думаю... Чуть поближе. Окей, я думаю, он никогда не улыбался бы. У них есть очень глубокие чувства, но они это не покажут. Какой у вас самый странный сон? Какой самый странный сон, который вы помните? Нет у вас. У меня есть. Я просто думаю, какой можно рассказать. Так, сейчас, секундочку. Они, понимаете, все странные сны, они немножечко такие, их странно вам рассказывать. Вот настолько они странные. А у вас? Вы когда писали этот вопрос, наверное, вы думали о чем-то. Я только помню о том, что все боялись медведя. Я нет. Не делает. То есть в детстве вам приснился сон, что вы дружите с медведем. Да. И прошло Новая Маша. несколько лет, Эдуа Да, я выучила изучаю русский русский язык. язык, да, и вот она я, Маша из сказки «Маша и медведь». Как же всё переплелось. Как часто вы
сталкиваетесь с с контролем? Для вас вопрос. Ну да, я не так часто, потому что обычно я катаюсь на велосипеде. Давайте введем немножечко в курс дела зрителей. Ну, расскажем немного контекст. Дело в том, что ребята учатся у меня в университете и приходят каждую неделю ко мне на уроки. И иногда, когда я их спрашиваю, как у вас дела, у Барни дела не очень хорошо в начале урока, потому что он встретил контролера в трамвае. И, ну, там, произошло что-нибудь. Обычно опыт неприятный. Да. Вот. За себя могу сказать, что я, ну, не часто, не редко встречаю контролеров, но, как я вам уже говорила, раньше, сейчас такого нет, но раньше у меня была привычка ездить зайцем. Помните, что это Да, значит? у вас нет билета. Да. Не покупать билет и просто проехать пару остановок. У меня была такая привычка, но сейчас ее нет. Вы используете Инстаграм, ТикТок, чтобы изучать русский? Ну, это особенно для меня, потому Ну и что... для Эду тоже. Да. Ну, потому что я использовал ТикТок, Мгм, мгм. ТикТок и YouTube тоже, и такие каналы. Может, еще давно, когда я вас абсолютно не знал, Мгм. я посмотрел ваши видео. Может, не знаю, это случайность или нет. Нет, Но- конечно, это судьба. ТикТок очень много поможет. Сейчас тоже французским и арабском тоже. Но я почему спросила именно про Инстаграм и ТикТок? Потому что YouTube — это что-то понятное, потому что там длинная форма, длинные видео, и по длинным видео можно реально изучать тему. А в Инстаграме и в ТикТоке, ну, там Чётко. короткая форма, и для меня это загадка, как можно учить язык по короткой форме. До сих пор, честно говоря, я не очень понимаю. Если это постоянно делаем, то Ага. есть постоянно скролл, постоянно, Мгм. тогда мозг уже привыкнет. И что-то у вас остается, да? Да. И еще я этот вопрос написала, конечно, думая про Эдуа, потому что в прошлый Давай. раз вы сказали, что вы удалили Инстаграм, Да. и мы не успели про это поговорить. Я хотела узнать, почему вы удалили Инстаграм. Потому что я проводила очень много времени, Мгм. и мне это очень мешало, Мгм. потому что, не знаю, я всегда очень устала после только вот это Мгм. скроллинг, Мгм. и я думала, что это нехорошо для меня. Мгм. Конечно, были интересные каналы там, и люди, которых я знаю, Мгм. ну, я могу жить без вот этих историй. Можно И сказать, все. но это того не стоит. Да. Какой способ самый эффективный, ну, чтобы изучать языки, я бы сказала, или в изучении языков? Самое эффективное для меня — это делать и не сдаваться. То есть не ждать чуда от какого-то одного способа, от одного учебника, от одного канала, от одного учителя, от одного месяца своей жизни, не ждать чуда. Просто делать, и года через 3-4 посмотреть назад, там будут результаты. Запомните эту цифру — 3-4 года. Ну, у меня, конечно, есть ошибки, у меня есть, конечно, непонятные дела, что я скажу, но все-таки просто я пытаюсь говорить, даже если это неправильно. В гимназии мы занимались только грамматикой. И мы не говорили вообще. И потом в университете я начала говорить и общаться. Я думаю, это важнее. Важнее говорить и общаться, да? Да.
Мы обсуждали с моим студентом тоже, вот как он изучал язык, как он начинал, и что бы он советовал, что бы он исправил в начале. И он сказал такую вещь, с которой я на самом деле согласна, что в начале лучше всего не говорить, а просто слушать. Очень долгое время слушать, пытаться разобраться в языке, пытаться его понять, может быть, но не говорить. Это, Можно быть не согласным. ну, не то, что я не согласен. Например, арабский, китайский, такой Да. вообще не может. Не поможет это. Да, вообще. почему? Надо говорить, потому что... Почему? Чем они отличаются? Потому что там есть такие звуки, которые не можно просто так произносить. Надо практиковать. И надо практиковать Ага. очень долго. Какой самый лучший подарок был на день рождения? Ну, все. Я вообще люблю подарки, кстати. Все. Особенно сюрпризы, если я не ожидаю чего-то, и вот бабах. Вот. Еще у меня есть такая традиция с детства. В мой день рождения ходить в зоопарк. Я люблю ходить в зоопарк. Сейчас, конечно, как взрослый человек, я уже по-другому смотрю на животных в зоопарке, но все равно вот у меня есть чувство, что приближается мой день рождения, и я скоро пойду в зоопарк. Однажды я получила инструмент, не знаю, как это по-русски, Флейта. флейта, да. Ух ты. И вы играете на флейте? Да. Ой, Уже 12 год, лет. лет, да. 12 лет вы играете на флейте. Обалдеть. Русские блюда, которые вызывало шок. Русское блюдо, которое вызвало шок, да. Ну, неважно, пробовали вы его? или- Баклажан. 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 Подождите, это русское? В Солноке есть какой-то ресторан, там есть какой-то, ну не знаю как сказать, но баклажан с каким-то медом или... А я был вообще в шоке, потому что я Я тоже тоже в думала, шоке что сейчас. вот это не русское блюдо. Ну, А еще ладно. там был какой-то грибовый салат тоже. Ну да, блюдо с грибами, да? Вам, Да. наверное, это странно. Многим иностранцам странно, что мы едим грибы, собираем их сами, без всяких лицензий, а потом едим. Знаю, я думаю, икры не русские. Икра? Я не могу представить вкус икры. Вы не пробовали икру? Нет, никогда. Слушайте, привезти вам, что ли, икры? Но у меня тоже есть блюдо, которое вызывает шок. Русское. Это русское. Даже не венгерское, а русское. Ну, про венгерское тоже могу сказать. Русское блюдо, которое вызывает у меня шок, это окрошка. Знаете, что это? Нет. Короче, салат оливье, Да? более-менее, да? Вот представьте, типа салат оливье, плюс-минус там еще редиска просто есть. И сверху это все заливается квасом. Квас. Окей. Квас — это такой напиток газированный, Да. не пиво, он не алкогольный, но, в общем, этот напиток очень популярен летом, его пьют холодным, газированным, по цвету и по внешнему виду похож на Кока-Колу, Даже не звучит по круто. вкусу отвратительно. Ну, я не люблю квас, очень многие любят, и очень многие любят окрошку, это прям летний суп у нас такой популярный. Я не могу, мне не сочетается это в голове, ну и в желудке тоже. А в Венгрии что вызывает у меня шок, что венгры едят животное целиком, то есть едят уши животного, едят кровь. Нет, венгерская кухня, она такая насыщенная, вкусная, мясная такая. Но бывают блюда, где сочетаются несочетаемые вещи. Наверное, в каждой кухне это так. Например, турош чуса с сахаром, когда его едят. Короче, это макароны, паста, творог, сметана, сало
или бекон и сахар. Вообще сало и сахар. Видимо, как-то фонетически подбирали. Если вы нашли бы лампу Аладдина, какие 3 желания вы спросили от Джина? Окей. Мне надо подумать. Лучшую систему в Венгрии. Лучше. И вообще, ну, именно в учебе. Лучшую систему образования. Да. А в каком смысле, чего вам не хватает? Невозможно. Невозможно изучать такие очень интересные вещи, очень много материал. И нет времени никогда. Смысл? Да. Только надо подготовиться к экзаменам. Ну, эти экзамены не так практические. Непонятно, Ну зачем вот. знать эту информацию вообще, да? Да. А после несколько лет все уже не помнят. А, вы про школьное именно образование Да. говорите? Ну да, в школьном образовании меньше свободы, конечно. Так, я не знаю, или там, я не уверена, хочу ли я быть учителем в этой системе. Если это по-английски вы так скажете. I'm not sure if I would like to be. Да. По-русски мы скажем ли. Хочу ли. Я не уверена, придет ли Ника сегодня. Я не знаю, могу ли я вспомнить сон, который мне снился. Система образования, меньше стресса и больше здоровья. 3 желания. Да. Какие крутые желания. Круто. Барни, дополните список. Что я бы А я хочу новый микрофон. Нет. Ну, кстати, я Я хочу. хочу, что Аладдин не смог читать нормально. Почему? Джин, потому что тогда нет 3 желания, кто знает сколько. Считать тогда, Считать, чтобы считать. он не умел. Да. Окей. А я хотела бы прямые рейсы Сегет-Александров. И я хочу собаку. И 3 желание, чтобы в самолете можно было перевозить большую собаку и не сдавать ее в багаж, чтобы она сидела со мной вместе на пассажирском сидении. Если меня услышит Аладдин сейчас, пожалуйста, исполни хотя бы одно из этих желаний. Какая погода идеальная для вас? Но это будет немножко странно, потому что я люблю, когда на улице туман. И Романтичная такая, она такая загадочная погода, да? да, но я люблю, когда все закрыто. То есть не открыто, как летом, что можно видеть Как интересно. 300 километров, я вижу, что такое. А другие люди всегда скажут мне, что ты чё, дурак, что ли? На самом деле идея с туманом мне очень нравится. Мне тоже нравится туман, но не всегда. Первый человек, кто меня И в Сегеде очень красивые туманы. со мной согласен, да? У вас очень красиво. Вы заметили, именно в Сегеде бывают такие густые туманы иногда осенью. Я иду мимо набережной по Тисе, да, по набережной Тисы, и я не вижу ничего. Как будто кто-то взял ластик, знаете, вот карандаш и ластик — это то, что стирает карандаш, и стер все. Это мне очень тоже нравится. Это такая загадочная, атмосферная погода. Хочется налить себе чай, кофе, сидеть, писать что-то, вот, что-то придумывать. Мне очень понравилось, как вы сказали. Нравится, когда все закрыто, есть какая-то загадка. Да. Место для фантазии. Здесь жарко, и когда идет дождь, это приятно. Запах тоже. И запах дождя, да. Но когда я жила в России, я дождь не любила, потому что там часто идет дождь, часто пасмурная погода, часто темно, и когда дождь, часто холодно.
холодно и ветер. То есть там сразу комбо. Бог не просто дает дождь, да, он дает сразу и дождь, и ветер, и холод. Вот. В этой погоде тоже есть своя красота, но когда это постоянно, это влияет на настроение, конечно. А у вас какая погода? Темная погода, это очень грустная. Мгм. Но здесь редко бывает такая. Да, Мгм. слава богу. Жаркую погоду, Да. когда светит солнце. Мгм. Это мне совсем не мешает, потому что я люблю, когда светит солнце, Мгм. и все открыто, и можно, Мгм. да. Есть еще один вариант. Ну нет, ладно, это моему мужу нравится, не мне. Ему нравится, когда гроза. Тоже интересный ответ. Я знаю, что он бы ответил, что ему нравится гроза. И когда у вас гроза здесь, или даже в Москве мы жили, была гроза, и мы выходили на улицу гулять под дождем, под грозой, чтобы вот там сверкало, вот этот Мордор московский. Сверкают молнии, гроза, и мы идем под дождем. Я не знаю, как органично это вставить в видео, поэтому вставлю неорганично. Это не реклама, не реклама. Это, ну как сказать, это пока не реклама. Подержите, пожалуйста, для меня вот микрофончик. Спасибо большое. Просто Барни сделал игру на русском языке. Знаете, какую? Это монополия по-русски. Все по-русски. Представляете, тут русские города. Можно купить Питер, Москву, Иркутск. Можно купить Сочи. Здесь деньги прям русские. Посмотрите на это. Барни пока не говорит, сколько стоит эта игра, но вы знаете, если вдруг кому-то хочется играть в такую игру на русском языке, вы напишите мне, и мы с Барни договоримся. Мне кажется, этот труд достоин того, чтобы его оценили. Все, это была рекламная пауза. Самое смешное Недоразумение. недоразумение, которое у вас произошло из-за незнания русского языка. Самое смешное недоразумение, которое у вас произошло, из-за того, что вы не знали что-нибудь по-русски или не знали точно русский менталитет. Недоразумение — это какая-то глупая ситуация, ситуация, вызванная непониманием, недопониманием двух сторон. Ошибка, да? Какая-то ситуация, ошибка. Встретиться и встречаться. Вот это. А, Потому что встречаться, они думали, что это дейт, Да. а я тоже не знаю до сих пор, что вот это Какая реально, разница? я не знаю, что это совершенно несовершенный вид, но Подождите, то есть вы сказали, типа, я хочу встречаться с тобой. да, именно Вы- так, именно так. Вы имели в виду, типа, во вторник давай встретимся, я хочу поговорить с тобой, да? А они подумали, что вы хотите регулярно, в романтическом смысле, встречаться. Так, Ну, было такое. встречаться в несовершенном виде тоже может использоваться как регулярно проводить встречи неромантического характера, но в таком контексте, когда вы спрашиваете, я хочу, не спрашивайте, а говорите, я хочу с тобой встречаться, конечно, это значит И романтическое. писать и писать Писать и писать. всегда. Да. И мы с едой постоянно плачу и плачу. То есть Плачу и плачу. я плачу, так что я плачу. А как вы запомнили, кстати? Ну вот писать и писать, я знаю прием, чтобы запомнить хороший. Вы, наверное, тоже его используете. Типа писать, там мы слышим английское to be. В А у смысле- вас с русским языком что-то? С русским у меня не было таких странностей, но с венгерским, наверное, были. Да, с венгерским были, я об этом уже рассказывала, это пока, наверное, самый яркий случай. Короче, это было лето, было очень жарко, и вот это вот есть традиция, да, в Венгрии целоваться при встрече. Мы целуемся с папой моего мужа, с моим свекром, и я чувствую, что он очень горячий, прям вот горячие-горячие щеки.
Я хотела сказать: тебе жарко, да? Ну, типа, жарко на улице. И сказала ему «мелягводь». Суть в том, что эта фраза на венгерском означает «ты гей». А я хотела сказать совсем другое. О какой работе вы мечтали в детстве и чем вы занимаетесь сейчас? Чем же я занимаюсь сейчас? Так, ну сейчас я преподаю в разных форматах причем. А в детстве я не хотела стать учителем вообще. До того момента, пока я это не попробовала. Кем я хотела быть? Я хотела быть контролером в автобусе. Ну, нравилось мне вот эти вот билетики там отрывать. Я хотела быть моделью. Ну, там я одну передачу посмотрела просто, и потом ходила по дому в маминых туфлях. Вот, я хотела быть журналистом и каким-нибудь директором. Директором чего, я, правда, не знала, но мне хотелось быть каким-то директором. Понятно. Это немножко с моей стороны грустно, потому что мои родители всегда, что я всегда был такой креативный, что я скажу что-то. Я хочу быть постмен, я хочу быть то, я хочу быть да. Нет, они немного зарабатывают. Нет, там нужно очень много работать. Нет, всегда. Ну, а потом, когда потом мне было 18-19 просто. Чем я хочу заниматься, не знаю. Так. Меня интересует, Кризис. с чем-то точно буду. Не то, что я не хочу работать, но мне это очень страшно, когда мне нужно работать 40 лет здесь, чтобы потом быть пенсионером. Лучше тогда занимаюсь бизнесом тоже. Или- Да, кстати, бизнес. Напоминаю вам, что Барни делает прекрасные игры. Спасибо за внимание, спасибо за поддержку, спасибо за ваши комментарии и за ваши ответы на наши вопросы. Кстати, совсем недавно на моем канале на Ютубе был такой, ну, скажем, юбилей. Нас теперь больше, чем 5000. Тут дело, конечно, не в цифрах, дело скорее в том, какие люди меня смотрят, какие люди со мной остаются. А ко мне приходит, ой, ребят, я уже вам говорила это, да, наверное, но, знаете, никогда не бывает много признаний в любви, и вот это очередное признание вам, моя аудитория, в любви. Такие люди меня смотрят, такие тонкие, такие... Ну, разные, конечно, вы все разные очень, но я просто вижу, мне присылают сообщения в директ, пишут вот, комментарии, присылают сообщения по почте, и мы начинаем знакомиться, я чуть-чуть начинаю узнавать, что это за человек, из какой он сферы, и там вот такое вот признание в любви своей аудитории в честь моего небольшого юбилея. До встречи! Пока-пока. Sound like a Russian, end of discussion.